Что я знаю о насилии? Когда мне было 13 лет, меня изнасиловал подонок по имени Артем. Теткин сожитель на моих глазах выволок ее на лестничную клетку и прыгал на ее голове в ботинках, пока та не потеряла сознание. Сожитель моей матери избивал ее каждый месяц. Она ходила на работу в синяках и каждые полгода ходила к стоматологу, чтобы тот нарастил ей передний зуб, выбитый моим отцом. Что я знаю о насилии? Все женщины были биты, женщин насиловали, женщины вставали и шли на работу, шли готовить еду и целовали своих насильников. Я пишу этот текст в метро. Каждые 2 минуты я закрываю заметки и начинаю дышать. Так делают все. И считать от 100 до 0. Так делают все, кто знает, что делать, когда хочется прыгнуть на рельсы или биться головой о стеклянные двери. 100, 99, 98, 97, 96, 95. И я снова открываю заметки, чтобы писать этот текст. Рядом со мной мужчина. Снимает на телефон сообщение на жестовом языке. Я смотрю на него и думаю, поэзия должна мигрировать в жестовый язык. Поэзия должна мигрировать в язык, на котором можно говорить о насилии и не впадать в завороженное упоение, говорить о насилии и не замалчивать его. Поэзия должна мигрировать в язык, который остановит насилие. Что я знаю о насилии? 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88. Я жила там, где насилие ничем не прикрыто. Учительница английского вела уроки в солнечных очках, и когда она улыбалась, ее разбитые губы начинали блестеть от выступающей сукровицы. 87. Я жила там, где женщин и девочек насиловали, и это было нормой. 86. Я не знаю, как подступиться к тому, о чем я хочу говорить сейчас. 85. 84. Я сделала все, чтобы сбежать из мира, где женщин убивали за то, что они женщины. Я получила образование, у меня хорошая работа, мне хватает денег на еду. 83. Когда мы говорим и пишем насилие, насилие, насилие. 82. Чем больше мы говорим и думаем, тем сложнее нам удается думать о нем и заниматься критикой насилия. Все умные люди понимают про государственное и медийное насилие. 81. 80. Но мы не говорим о насилии в сообществе. 79. 78. 77. 76. 75. 74. 73. 72. 71. 69. Я. 68. 67. Я узнала о том, что молодой поэт изнасиловал мою подругу. Еще я узнала, что он домогался до моей коллеги. Я вспомнила, что у меня самой был сомнительный эпизод с этим поэтом.
66, 65, 64, 63. Другой человек из нашего сообщества изнасиловал меня 3 года назад. Он сказал, что через насилие надо мной он обрел утерянный фаллос. Он сделал это специально. 62, 61, 60, 59, 58, 57. Меня не били, нас не били, не рвали на мне одежду, не рвали на нас одежду. 56. Чем насилие из прошлого отличается от насилия, которое осуществляется мужчинами, среди которых я живу сегодня? 54. И какое имя я должна дать тому, что происходило со мной и другими женщинами? 54. Я не буду изобретать новые имена. Я называю то, что происходило, изнасилованиями. 53. 52. Почему никто из нас не говорит о насилии в интеллектуальном сообществе? 51. Почему? 50. Почему мужчины пишут тексты о войне, на которые они никогда не были, и не пишут о том, что они делают с нами здесь? 49. Почему все читают феминистские тексты и становятся профеминистами на Фейсбуке, но никто из насильников не признает вины публично? 48. Почему женщины, пережившие? 47. Почему никто из мужчин не признает своей вины? 46, 45, 44. Все боятся. 43. Оказаться в изоляции. 42. Изоляции. 41. Когда женщину 40. Когда женщину 39, я могу рассказать, что я чувствовала тогда. Я верила этому человеку, и он изнасиловал меня. 38. Я знаю, вы ждете, когда я досчитаю до 0. 37. Но когда я досчитаю 36, я начну снова 35 считать. Потому что 34. Я чувствую бессилие. 33, 32, 31. Моего голоса недостаточно, чтобы остановить. 29. Я не хочу писать в Фейсбуке об этом. Я хочу говорить с вами об этом сейчас, когда все мы здесь, а не за своими компьютерами. Потому что 28. В шуме Фейсбука утонут женщины, и я утону в этом шуме. 27. Я хочу говорить. 26. И не бояться обвинения, изоляции, травли. 25. Как мы, поэтессы, редакторки, издательницы, философини, социальные исследовательницы, писательницы. 24. Можем говорить и не бояться. 23. Вся власть принадлежит мужчинам. 22. Женщин, которые говорят правду, называют ведьмами и сумасшедшими. 21. Как я могу говорить? 20. 19. Если мне не поверили тогда, 18. И не поверят. 17. 16. 15. 14. 13. 12. Я чувствую
Бессилие. 11, 10, 9, 8, 7, 6. Бессилие. 5. Бессилие. 4. Бессилие. 3. Бессилие. 2. Бессилие. 1. Бессилие. 100.